Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о сахаре. И мы разберем варианты, как же уменьшить эту тягу к сладкому. И мы поговорим с вами о действительно рабочих методах, которые помогают и мне. А я та еще сладкоежка. Здесь не будет слов о том, что сахар это вредно, его есть не нужно, это вообще зло. Нет. Здесь просто будут разные советы, как же его минимизировать в жизни. Вообще сахар желательно не есть не только людям, страдающим диабетом. Также, если вы хотите похудеть, там, подтянуть низ живота или избавиться от целлюлита, я бы тоже советовала убрать сахар, ну, либо просто его сократить. Итак, у меня для вас есть 5 советов, как же можно это сделать. И первый пункт — необходимо избавиться от психологической зависимости от сахара. Да-да, вы не ослышались, именно психологической. И для этого прежде всего вам нужно выбросить из дома все, что связано с сахаром. У кого-то это работает, у кого-то нет, но вы должны понимать, что основной причиной, почему вы едите сахар, может быть то, что оно просто находится у вас дома. То есть вы бы и не съели это никогда. Но так как оно лежит, ну что ж пропадать-то? Но в целом, если вы умеете контролировать себя и понимаете, какую порцию вам лучше съесть, то есть в целом там съесть маленький кусочек там шоколадки — это ничего страшного. Страшно это когда вы начинаете есть эту шоколадку и просто не можете остановиться. То есть, как вы понимаете, разница именно в количестве потребляемого сахара. То есть можно разрешить себе съесть кусочек, а можно разрешить себе съесть плитку. И тут разница будет колоссальная. И что самое интересное, дело именно в вашем сознании, в том, как вы относитесь к этой шоколадке. Если вы очень ее хотите, но постоянно себе отказываете, знайте, что срыв неизбежен, потому что нельзя ставить себе такие ограничения. Если хочется шоколадку, позвольте ее себе, но просто небольшой кусочек, от этого ничего не будет. Ну, то есть мы опять с вами приходим к тому, что срыв на диетах есть всегда. Нельзя ставить в своей голове ограничения. Это так не работает. Если что-то хочется, позволяйте. И тут мы с вами пришли ко второму способу, как же избавиться от тяги к сладкому. Возможно, что причина основная в том, что вы постоянно заедаете, не досыпаете, стрессуете. Тогда, конечно же, организм требует сладкого. Когда во время работы что-то не получается или вы очень сильно устаете, многие начинают как раз заедать сладким. Потому что, ну, в целом это самый быстрый способ получения удовольствия. В этом случае я бы порекомендовала прежде всего вам прописать свои цели. Зачем вы хотите похудеть? Для чего? К чему вы идете? Сколько вам нужно? Полностью сядьте и пропишите для себя, к чему вы хотите прийти. Тогда, когда в моменте стресса вам захочется съесть что-то сладкое, остановить себя будет гораздо проще. И тут мы подошли с вами к третьему способу, как же избавиться от тяги к сладкому. Возможно, вашему организму не хватает каких-то микроэлементов, и для этого можно попробовать использовать БАДы. И один из БАДов — это хром. Он стабилизирует уровень сахара в крови и заставляет не переедать, когда вы хотите кушать. Помимо хрома есть также аминокислота глютамин. Если речь идет о снижении тяги к сладкому, то это очень эффективно. Глютамин помогает восполнить питательные вещества, которые попадают в мозг, и заставляет справляться с тягой к сладкому. Также есть витамин В. Он помогает эффективнее усваивать углеводы, метаболизм ускоряется, и также он положительно влияет на нервную систему. Ну и мой любимый БАД — рыбий жир. Он уменьшает тягу к углеводам и помогает контролировать аппетит. Также он безумно классно влияет на работу сердца. Не относитесь к добавкам как нужно сразу все это пойти и заказать. Нет, попробуйте что-то одно, возможно, вам это наоборот поможет, и вы найдете свое. Следующий наш четвертый пункт связан с физической активностью. Помните, что в дни, когда вы тренируетесь, вы более активны, соответственно, калорий позволять себе вы можете еще больше. Поэтому, если вы хотите что-то себе позволить вкусненькое, я очень советую позволять в дни, когда у вас тренировки. Соответственно, мы не говорим, что если хочется что-нибудь вкусненького, мы не должны это есть. Нет, просто подстройте это под свой рацион. Не бывает что-то запретное, что-то вредное. Нет. Бывает разное количество. Ну и следующий, пятый совет —
Ищите замену сахару. Есть огромное количество альтернативных десертов, которые очень похожи на наши калорийные десерты. Действительно, из любого вредного десерта можно приготовить вкусное, полезное блюдо. Для этого достаточно просто заменить ингредиенты. Но помните, пожалуйста, что обычно тяга как раз к таким десертам происходит из-за несбалансированного рациона. То есть ваш организм пытается получить быстрый источник энергии через сахар. В таком случае просто дайте организму необходимое количество питательных веществ, наладьте сбалансированное питание, и тогда, возможно, эти десерты вам просто не захочется. Недавно только столкнулась с проблемой, что люди не знают о необходимости употребления овощей. Пожалуйста, помните, что клетчатка играет очень важную роль в нашей жизни. И вообще свои приемы пищи лучше начинать именно с овощей, с клетчатки, потому что она обволакивает сначала стенки вашего желудка, и после вы уже можете есть белки, жиры, углеводы и так далее. Ну что, с советами мы с вами закончили. Теперь хочется поговорить о причине появления вот этого как раз желания съесть сахар. Первая причина – это хронический стресс, мы с вами о нем поговорили. Второе – это недостаточность микроэлементов, мы обсудили это тоже. Ешьте фрукты, овощи, это очень важно. Также проблема может быть в дисбактериозе кишечника. Очень часто как раз из-за этой проблемы люди переедают сахар и просто постоянно хотят его потреблять. И еще одна из причин – это паразитоз. Действительно, когда в нашем организме есть паразиты, они выделяют такие токсины, которые провоцируют как раз потребление сладкого. И вообще я советую каждому делать профилактику от паразитов, то есть раз в полгода пропивать таблетки от гельминтов. В целом наше видео подходит к концу, давайте вспомним, о чем же мы говорили сегодня. Очень важно сбалансировать свой рацион, попробовать разобраться в правильном питании, как вообще это работает базово, пусть даже. И попробуйте БАДы. Это действительно может вам помочь. Ну а мы с вами увидимся уже в новом видео. Безумно буду ждать каждого из вас. До скорых встреч!